Золото, пирамиды, мумии. Вот каким мы знаем Египет. Но под его песком лежит то, что очень удивляет. Предметы, которых здесь быть не должно ни по возрасту, ни по мастерству. Их давно измерили, описали и занесли в каталог. И все равно они не укладываются в ту эпоху, которой принадлежат. Стекло, которому 29 миллионов лет, на груди у фараона. Клинок из металла, которого его царство еще не знало. Каменная игла тяжелее всего, что поднимает нынешняя строительная техника. Чаши из твердого камня, выточенные так, словно рядом работал станок. 6 таких находок в одном ролике, и одну из них наука честно не может объяснить до сих пор. А самая тихая ждет в конце, и она окажется самой странной из всех. В финале будет то, о чем не подозревали даже сами египтяне. Начнем с той находки, что сияет ярче остального – с зеленого стекла, разбросанного по пустыне там, где его быть не может. На западе Египта, у самой границы с Ливией, начинается море песка. Огромное, пустое, без дорог и без воды – одно из самых глухих мест на планете. И это пустое место усыпано стеклом. Настоящим стеклом, прозрачным, с зеленоватым отблеском. Оно лежит прямо на поверхности, кусками от совсем мелких, размером с гальку, до тяжелых за 20 килограммов. Тысячи осколков на десятки километров вокруг. Откуда стекло в пустыне, где нет ни печей, ни городов, ни людей? Само оно из песка не рождается. Чтобы песок стал стеклом, его нужно раскалить выше 1600 градусов. Это жарче любой лавы на Земле. И раскалить мгновенно, за считанные секунды, иначе стекло не выйдет. Обычному костру такое не под силу. Лесному пожару тоже. Даже удар молнии столько тепла не дает. На ровной пустой равнине такому жару взяться попросту неоткуда. Есть лишь одно, что оставляет после себя похожий след – ядерный взрыв. На испытательных полигонах песок под вспышкой плавится и застывает точно такой же зеленоватой коркой. Сходство настолько буквальное, что напрашивается тревожная мысль. Что здесь, посреди Сахары, в глубокой древности, нечто взорвалось с чудовищной силой. Что небо над Африкой однажды вспыхнуло, и жар этой вспышки на мгновение превратил пустыню в жидкое зеркало. По некоторым оценкам, она была в 1000 раз сильнее самого мощного взрыва, устроенного человеком. Картина выходит грандиозная и пугающая, и почти каждый, кто впервые видит это стекло, думает именно о взрыве. И один осколок этого стекла оказался на груди у фараона. В усыпальнице Тутанхамона лежит нагрудное украшение с распахнутыми крыльями и солнечным диском, а в самом его центре сидит зеленый жук, вырезанный из того самого пустынного стекла. Выходит, юный царь носил на груди осколок той древней вспышки. Однако вспышка эта была не рукотворной. Стеклу 29 миллионов лет. Тогда на Земле не было ни людей, ни тем более бомб. Значит, сила была, но не человеческая. Долгое время считали, что метеорит взорвался прямо в воздухе, высоко над пустыней. Смущало отсутствие воронки. При ударе о Землю она обязательно осталась бы. В 2019-м крохотные зерна внутри стекла изучили под микроскопом и нашли след минерала, который рождается только от прямого удара о поверхность. Значит, удар все же был. А воронку с тех пор просто затянуло песком, и она до сих пор лежит под дюнами, не найденная. Само это стеклянное поле открыли для науки меньше века назад. Через море песка прошла экспедиция и увидела то, во что трудно было поверить. Пустой песок, поблескивающий зеленым стеклом до самого горизонта. Место настолько дикое и безводное, что добраться туда и сегодня решаются немногие. Ни колодца, ни укрытия, только дюны до края света и зеленые стекляшки под ногами. Так что фараон действительно носил на груди след космической катастрофы. Не выдуманной, а настоящей. И осколки того дня все еще лежат в пустыне, там же, где застыли миллионы лет назад. Но стекло было не единственным, что попало к этому царю словно бы с другой планеты. Вернемся в его усыпальницу. Когда с мумией сняли погребальные пелены, у правого бедра нашли железный кинжал с золотой рукоятью. И это куда более странно, чем кажется на первый взгляд. Тутанхамон жил в XIV веке до нашей эры.
до того, как люди научились добывать железо из руды, оставались еще столетия. Железо в те времена было редчайшим металлом, дороже золота. Небольшой железный предмет считался сокровищем, достойным дворца. А здесь у юного правителя на поясе лежит целый кинжал, откованный из железа. Для своего времени это выглядело так, будто оружие отлили из материала, которого в мире еще не существует. Примерно так же странно смотрелся бы стальной клинок в руках человека каменного века. Ответ оказался не менее удивительным. В 2016-м лезвие просветили рентгеном, ничего не повреждая. В составе нашли около 11% никеля и заметную долю кобальта. У земного железа такого не бывает. Зато именно так устроено железо из метеоритов. Клинок выковали не из будущего, а из неба. Его металл однажды упал на Землю звездой. И тут остается вопрос, на который так и нет ответа. Метеоритное железо тяжелое и хрупкое. Оно идет трещинами при неверном нагреве. Его невозможно просто отлить, только ковать снова и снова, точно удерживая нужный жар. Это мастерство, которого у той эпохи, по всем нашим представлениям, быть не должно. Ученые, изучавшие кинжал, честно признают, как именно его выковали, установить не удалось. Здесь за столетия до Железного века уже владели ремеслом, которое другим народам предстояло открыть много позже. И это не единичная случайность богатой усыпальницы. Железо тогда ценили так высоко, что оно ходило между царями как дорогой посольский дар. В древних письмах правителей железные подарки записаны отдельной строкой как редкость. А в самой гробнице кинжал был не единственным изделием из небесного металла. Всего там насчитали 19 железных предметов, включая маленький подголовник и амулет. Самое же древнее обработанное железо на планете лежит еще глубже во времени. В одном погребении на севере Египта нашли 9 крохотных бусин, свернутых в трубочки. Им около 5000 лет, и выкованы они опять из метеоритного железа, расплющенного в тонкий лист. Эти бусины вплели в ожерелье вместе с золотом и лазуритом, как равную им драгоценность. За 1500 лет до Тутанхамона люди уже подбирали упавшее с неба железо и хранили его наравне с золотом. Но удивительнее всего другое. Похоже, египтяне понимали, с чем имеют дело. Их слово для железа переводится как «небесный металл». Не в поэзии, а в обычном названии. Люди, еще не умевшие выплавлять железо из руды, уже связали его с небом и записали это прямо в язык. Европейская наука пришла к той же мысли только в конце XVIII века. До тех пор ученые посмеивались над рассказами о камнях, падающих с неба, считая их суеверием. Египтяне оказались правы на 1000 лет раньше. С неба к египтянам приходил не только металл. Но следующая загадка уже целиком земная, и весит она миллионы тонн. Большая пирамида в Гизе стоит на плато уже больше 4500 лет. Почти 4000 из них она оставалась самым высоким сооружением на Земле. И развернута она по сторонам света с точностью, от которой становится не по себе. Ее грани смотрят на север с отклонением всего в 3,4 угловой минуты. Это 1/15 доля градуса. Если перевести в понятное, отклонение около миллиметра на каждый метр. И это на сторонах длиной за 200 метров каждая. Все огромное основание выведено по уровню почти идеально ровно. Углы каменного квадрата почти прямые, а стороны почти равны между собой. Ошибиться при такой работе легче легкого, но строители будто не ошибались вовсе. И весь этот расчет вели люди без единого точного прибора. Такую точность сегодня получает лазером. У строителей не было ни лазера, ни даже простого увеличительного стекла. Веревки, отвесы и звездное небо. Как этого хватило, чтобы поймать север едва ли не безупречно, согласия нет по сей день. Одни считают, что ориентир брали по звездам, другие, что по тени в один особый день года. Общего ответа не существует. Нет единого мнения и о том, как вообще подняли эту гору из миллионов блоков и уложили их настолько ровно. А несколько лет назад у пирамиды нашли то, чего никто не ждал. Причем не сдвинув ни единого камня. Ее просветили насквозь частицами из космоса – мюонами.
Они постоянно сыплются на землю сверху и проходят сквозь камень, чуть иначе через пустоту. По их следам над Большой галереей проступила полость длиной не меньше 30 метров. Целый скрытый зал в толще пирамиды, о котором не знали тысячи лет. Сама Большая галерея, над которой открылась пустота, и без того редкость. Высокий сводчатый коридор, какие в других пирамидах не встречается. Позже тем же способом отыскали еще один потайной коридор за северной стеной. Обе находки подтвердили разные научные группы разными приборами, так что случайностью это быть не может. Что это за помещение и зачем оно, неизвестно. Внутрь до сих пор никто не заглянул. Сверлить древний памятник ради любопытства не станут. И теперь мы точно знаем, что в сердце самой знаменитой постройки на планете есть запертая пустая комната. Мы видим ее приборами, войти в нее не можем. Так и стоит эта комната запечатанной, в считанных шагах от миллионов туристов. Если вам, как и мне, интересно, где именно проходят границы нашего знания о прошлом, подпишитесь. С каждой находкой эта граница становится тоньше. Пирамида показывает, как свободно египтяне обращались с исполинским камнем. Но всю дерзость этого обращения понимаешь на юге страны, в древней каменоломне. В Асуане, под открытым небом, лежит незаконченный обелиск. Каменная игла в 42 метра длиной, вырубленная почти целиком из монолитной скалы, и так и оставшаяся в ней лежать. Если бы ее достроили и подняли, она весила бы около 1200 тонн. Столько весят 8 взрослых синих китов, слитых в один камень. Это самый большой обелиск за всю историю Египта. Как его вырубали, известно. Гранит терпеливо дробили твердыми каменными шарами, месяц за месяцем, выбивая породу вокруг заготовки. Следы этих ударов видны на камне и сегодня, а рядом на скале сохранились даже красные линии разметки. Загадка не в том, как тесали. Загадка в том, что было задумано дальше. Как эту громаду собирались отделить от скалы целиком, перевернуть, спустить и поставить вертикально. Иглы поменьше египтяне доводили до конца. Их сплавляли по Нилу на баржах за сотни километров и поднимали стаймя. И часть из них по сей день стоит в Риме, Париже, Лондоне. Одну такую иглу в сотни тонн вели по реке, словно перевозили не камень, а небольшую гору. Даже сегодня передвинуть цельную глыбу такого веса под силу далеко не всякой технике. А каким способом поднимали подобный монолит, единой доказанной схемы нет и у современных инженеров. Эта же игла осталась лежать. Однажды по граниту прошла трещина, и почти законченную работу бросили. В камне до сих пор видно место, где мастера остановились, оставили инструмент и ушли. Год тяжелого труда, прерванный одной трещиной. И теперь этот брошенный замысел, вместе с вопросом без ответа, лежит в песке уже 3500 лет. Перед вами не руина, а прерванный на полуслове рабочий день древних каменотесов. Обелиск поражает величиной. Следующая находка помещается в ладони, и спор о ней сегодня едва ли не громче всего. Речь о каменных сосудах. Чаши, кувшины и вазы из диорита, гранита, базальта. В Египте их находят десятками тысяч, и часть из них древняя 5000 лет. Только под ступенчатой пирамидой Джосера их извлекли от 30 до 40 тысяч из подземных ходов, уходящих на десятки метров вглубь. Их вытачивали до того, как в стране появились колесо и железо, медью и камнем. При этом диорит – один из самых твердых камней на свете. К тому же неоднородный. Он то поддается, то крошится, и обработанная вручную поверхность должна выходить неровной. А многие сосуды оказались безупречно ровными, с тонкими стенками и правильным кругом в сечении. Настолько точными, будто их обтачивали на станке. Станка при этом не существовало. Взять такой сосуд в руки и поверить, что его довели до подобной ровности вручную, в самом деле трудно. В 2025-м часть сосудов отсканировали в объеме и сравнили с современными изделиями, в том числе выточенными на станке.
Подделок среди таких сосудов так много, что исследователям сначала пришлось выработать способ отличать древние от поздних копий. У некоторых обнаружили поразительно ровную форму относительно единой оси. И спор об этом идет прямо сейчас. Одни исследователи уверены, что рука и глаз опытного мастера способны и на такое, если работать месяцами. Другие возражают, что подобная точность оси слишком высока для ручного труда, а вращающегося инструмента у той эпохи мы не знаем. Речь идет о вполне конкретных вещах, о следах вращения на стенках, о том, насколько точно выдержана ось, о качестве самих измерений. Победившей стороны пока нет. Спор ведется в свежих научных статьях, и это честный край знания, а не спрятанная от нас тайна. Каменная чаша, выточенная тысячи лет назад, лежит перед исследователями и все еще заставляет их спорить о том, как она вообще была сделана. Одни видят здесь руку гениального ремесленника, другие честно разводят руками. Все прежние вещи египтяне добывали из земли и высекали из камня. Последнюю они не нашли в природе вовсе. Они создали ее сами. Это цвет. Синий. Самая древняя искусственная краска в истории человечества. Ей около 5000 лет. В природе такого чистого синего почти нет. Настоящий синий камень, лазурит, привозили за 1000 километров из далеких гор нынешнего Афганистана, и стоил он как драгоценность. И тогда египтяне сделали то, чего до них не делал никто. Они научились варить синий цвет сами. Они брали песок, медь, известь и щелочь, нагревали смесь примерно до 1000 градусов и получали синий порошок. Формул они не знали, но точно помнили рецепт и нужную температуру, и даже заметили, что оттенок зависит от того, насколько медленно смесь остывает. Это была настоящая работа с веществом, задолго до того, как появилась химия как наука. Такой краской покрывали статуи, стены гробниц и саркофаги. А потом рецепт исчез. Краской пользовались тысячелетиями, ею писали даже мастера эпохи Возрождения. Но затем умение варить именно этот синий было утрачено, и на долгие века никто не мог его повторить. Лучшие мастера пробовали и не могли получить именно этот оттенок. То, на что ушли столетия труда, растворилось почти без следа. Восстановили рецепт лишь в наше время. И, восстановив, обнаружили то, о чем не подозревали ни древние египтяне, ни мы сами. Этот синий светится. В инфракрасных лучах, которых человеческий глаз не видит вовсе. Египетский мастер видел перед собой обыкновенный синий порошок. Он не знал и не мог знать, что порошок излучает невидимый свет. Не знали этого и мы, пока не поднесли к нему приборы. Теперь это скрытое свечение приглядели для дела. Им думают метить документы от подделки, применять в медицинских снимках и в электронике. 5000 лет краска спокойно лежала на стенах гробниц, скрывая внутри свет, который мы разглядели только сейчас. У этих 6 историй есть общая черта. За каждой стоит не чудо и не пришелец, а человек. Тот, кто полировал зеленое стекло, не знал, что оно с неба. Кто месяцами доводил каменную чашу до ровного круга, добивался только одного. А над синей краской человек стоял и по цвету пламени понимал, что она наконец готова. Они не оставили ни имен, ни чертежей. Остались только вещи, и вещи эти пережили любые слова, что о них могли бы сказать. Историю древних переписывали не раз. Каждое поколение считало, что знает предел их умений. И каждый раз этот предел приходилось отодвигать. То, что еще вчера называли невозможным, на завтра оказывалось доказанным. Прошлое — незакрытая книга. Часть его секретов мы уже разгадали. Часть, быть может, не разгадаем никогда. И именно это делает древность живой. Мы не дочитали эту историю. Мы только начали ее открывать. А какая из этих 6 загадок удивила вас больше остальных, напишите в комментариях. Впереди еще немало такого, что лежит у нас на виду и до сих пор ждет своего объяснения.